Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. Сегодня у нас будет анпакинг, осмотр SafePal. Расскажу, для чего я его брал, как им пользоваться. Проверим его прошивочку. Если она будет не последняя, то также обновим прошивку вместе с вами. Ну, переключим на русский язык. Ну и расскажу про проблему, с которой вы можете столкнуться во время обновления. Перейдя, в общем-то, по ссылочке, вы сможете купить его по цене в 50 баксов. То есть не по стандартной цене, там в 70 долларов, а реферальная ссылка и скидка, потому получается 50 долларов. Итак, при покупке двух глобальная доставка бесплатна, 1 год гарантии, саппорт. И даже тут это барахло вписали. Есть разные варианты, да, есть даже с кожаным чехольчиком, потом какой-то сайфер в комплекте, какая-то карточка, не знаю, что это даже значит. 3 варианта есть, да. Давайте смотреть дальше, да, ничего себе, прям Binance у нас инвестировал, так посмотреть, прям на фотоаппарат похоже, а не на кошелечек. Ничего себе, механизм самоуничтожения. Кошелечек поддерживает 32 блокчейна и более 30 тысяч токенов, но это просто прям огонь. Ну, в общем, размер с кредитную карточку, это мы сравним, очень легкий. И, в общем-то, крипта всегда с вами. Даже, смотрите, есть прикольная расписка, такая схемка, что у вас в комплекте. SafePal S1 в комплекте, тут тряпочка, мнемоническая фраза, мануал, наклеечка 2 штуки и кабелек. Ну, это мы, в общем-то, проверим. Вот его спецификация от минус 20 до плюс 70. Есть экранчик, пара кнопочек, ну и дальше пошли отзывы. Ну, пришел он, как я говорил ранее, пришел он где-то мне дней за 12. Люди писали, что и за 10 дней приходили, то есть в Россию, в Украину мне пришел он чуть подольше. Ну, там плюс-минус я забрал его не в первый день, но около 12 дней. Такая очень гламурная коробочка, видите, блин, матовая, ну прям элитная, ё-моё, запечатано как все хорошо. Cryptocurrency Wallet, SafePal S1 модель. Ну и защитные наклейки, то есть если они вскрыты, то будьте внимательны, вас могли хакнуть уже. Так, ну ничего себе. Камера есть, очень маленький, там у нас написано было, что она размером с кредитку. Смотрите, прям отлично. Смотрите, какую кредитку старую нашел для вас. 10-й год, раритет, надо продать. Так, кабелек, который нам нужен для подключения телефона к компьютеру. Ну, для прошивки тоже он используется. То есть USB Type-C, такой маленький USB Type-C кошелечек. Так, вот порт USB Type-C. Очень легенький он. Ну, не то, чтобы совсем пустой. Очень легенький, не то, чтобы совсем пустой. USB Type-C у нас здесь находится. Отпечатки прям уже везде наставил. Так, у нас там еще должно быть кое-что в комплекте. Так, в комплекте тряпочка, 2 наклеечки, 3 карточки для мнемонических фраз. Здесь 24 слова. И user manual. Так, интересно, заряжен он вообще или нет. Давайте включим. Включается, то есть заряд есть. Так, давайте сразу посмотрим. Если прошивка свежая, то русский есть. По-моему, русский в прошивке 1.0.31 появился, если я не ошибаюсь. Аутентификация устройства. Чтобы убедиться в том, что это новое и подлинное устройство, отсканируйте QR-код своим мобильным телефоном. Вот так. А я, собственно говоря, снимаю на этот телефон. Ну ладно, пауза. Нужно было запустить приложение SafePal на телефоне.
отсканировать QR-код, который был здесь, потом взять, там на телефоне у вас выписало, что окей, это устройство только аутентифицировано первый раз, то есть его никто до вас не запускал. Потом делаем наоборот, кошельком сканируем QR-код на кошельке с телефона SafePal, и оно нам здесь пишет тоже, устройство аутентифицировано сегодняшним числом, все дела, вы первый владелец. И теперь идем дальше. Добро пожаловать в SafePal, необходимо выполнить нескольких простых шагов. Давайте начнем. Давайте создать новый кошелек. Будет создана новая мнемоническая фраза. Нажимаем «Создать». Номер мнемонической фразы, но я так понимаю, это количество слов, которые мы будем использовать. 24 как-то много, реально неудобно вводить. Давайте 12 для начала. Ну и я пошел записывать слова по порядку. Короче, фразы записал. Осталось 2 шага. Далее нам нужно проверить вашу мнемоническую фразу. Ну, опять же, сейчас я это все дело введу. Ну, что я вам скажу, очень удобно вводить. Мне прям понравилось. Фраза проверена. Пожалуйста, сохраните вашу фразу в безопасности. Последний шаг. Установите надежный пин-код. Пин-код из 4 символов. Я только что набрал. А ну-ка. Ух ты, можно еще больше, кстати. Ну, давайте пусть будет 4. Пин-код должен состоять из 6-12 цифр. Вот так вот. Так, ну пусть будет из 6. Повторите вот. Повторили. Прям удобно. Клавиши такие прорезиненные. Реально. Хорошая вещь. Конфигурация устройства. Пожалуйста, подождите. Сейчас нужно будет пройти и проверить его еще прошивку. Кошелек создан. Пожалуйста, назовите ваш кошелек. Ну, давайте назовем. Hard. Давайте все-таки поставлю ему циферку 1. Ну, все-таки надеюсь, что у меня их будет несколько. Я буду в аккаунтах хобби участвовать. С нескольких устройств. Не, хотя какой хобби. В SafePal акциях. Теперь нам предлагают скачать приложение, но у меня оно уже на телефон скачано. Ну, то есть, получается, на QR-код можно было как бы и не из приложения отсканировать, но я прям сразу сканировал с приложения. Давайте вот идем в настройки и в раздел подробнее. Здесь версия 1.0.31. Сейчас надо проверить, какая последняя версия у нас есть на сайте. Потому что, да, в этой версии уже русский язык есть. Но там есть заморочка, да, по поводу обновления на новую версию некоторых версий кошелька. Сейчас, в общем-то, я его подключу к компьютеру, и он увидится как флешка. То есть, старые прошивки были там в пределах 8 мегабайт. А новая там что-то было, по-моему, порядка 12 мегабайт. И там, то есть, она физически не влазила. Давайте сейчас проверим, что тут у нас будет. И вот видите, ребята, в разделе SafePal, ну вот с этой же ссылки переходите в раздел Upgrade, и у нас здесь версия 1.0.32. Как вы видели, у меня на устройстве эта версия, да, у меня версия 1.0.31. То есть вы можете отображать, какой типа набор токенов у вас отображается, это в настройках. Что-то там в Skateboard специальные символы добавили. Поддержка 8 чейнов, Nervous, Phantom, Avalanche, Attribution, Optimism, Heiko. В общем-то, обнову ставить надо. И сейчас я этим и займусь. Так, берем где там наш кабелечек. Сейчас проверим, будет ли у меня вот эта проблема, что новая обнова не будет влазить. Но, по-моему, там как раз нужно было на кошельках, у которых версия стояла старее, чем 1.0.31, вот на них могла не влазить вот эта прошивка. Нужно было им откатываться, ставить версию сначала, типа какую-то тестовую версию 1.0.31, а потом уже накатывать новую версию. Но об этом в конце видео. Заходим, в общем-то, в кошелек, в раздел настройки, в раздел обновить, нажимаем резервное копирование, соглашаемся с тем, что у нас мнемоническая фраза записана, нажимаем ОК, и у нас вот открывается сразу диск, ну, подключается как типа флеш-накопитель. Давайте сейчас мы это все дело посмотрим, какая емкость у этого накопителя. Wallet 8 мегабайт. Вот сейчас посмотрим, кстати, 8.
не 12. Сейчас посмотрим, сколько таки будет весить наша новая прошивка. Нужно ввести сюда серийный номер нашего устройства. Так, по-моему, он был у нас где-то на коробке или нет. На телефоне, когда я его помню, когда я коннектил, сканировал штрих-код, то, по-моему, даже на SafePal он отобразил серийный номер нашего устройства. Да, вот я, в общем-то, его вижу. Я буду вводить его прям с кошелька SafePal на телефоне. Так, ну тут, короче, первая часть у многих стандартных, хотя S1, W25, 103.78, 107. Так, похоже, это будет именно тот случай, что глюки. Короче, когда я нажал подключить, я попробовал, нажал кнопку download, она мне предложила, куда сохранить вот этот файл upgrade zip. Я сразу выбрал, вы вроде видели этот момент, выбрал внутреннюю память кошелька. То есть выбрал, думал, сразу закачаю его на кошелек. Оно туда почему-то не влезло. Короче, как-то странно. То есть его заглючило. То есть я нажимаю скачать, скачать. Оно не хочет сохранять напрямую в кошелек. То есть так не делайте. Я, то есть, раз 10 нажал скачать, обновлял страницу, перезаходил. Короче, не хотело оно сохранять вот этот файл upgrade.zip на кошелек SafePal. И не предлагало ничего больше сделать. То есть оно тупо подвисло. Пока я не отключил кошелек от компьютера, чтобы вот это внутренний накопитель wallet отвалился от компьютера, тогда она мне открыла сразу 10 окон, куда оно хочет сохранить этот upgrade zip, и я нажимал 10 раз отмена, отмена, отмена. Ну, вроде вот как раз оно скачало, но, кстати, объем всего лишь 7,6, то есть объем не 12. Так что давайте сейчас будем, я его скопирую, сейчас опять включу SafePal. Так, нажимаю, тихо, нажимаю копировать. Перехожу на кошельке в раздел настройки, обновление, резервная копия, далее. Все, он, то есть, как бы сейчас появился. Вот, открылось окошко. И давайте я сюда нажимаю вставить. Что-то как-то вот просто Ctrl-C, Ctrl-V вот не хотело оно вставляться. Вот тупо надо перетягивать. Но объем здесь не 12. Как видите, объем здесь всего лишь 6. Ну, давайте сейчас посмотрим. Что-то он как-то вообще не хочет шевелиться. Ну, что оно вот зафризило? Вот. В чем вопрос-то? Прошивка что вроде маленькая, 7, не 12. Должна влазить. В общем, вот так вот это все дело висит. Нажимаем «Обновить». Обнаружена новая прошивка. Обновление займет 3 минуты, пожалуйста. Не прерывайте этот процесс. Не отсоединяйте USB кабель во время этого процесса. Я уже, собственно говоря, отсоединил. Что за прикол? Ну, я думаю, и так сойдет. В смысле, во время не отсоединять. Ну, я думаю, заранее можно. Так, вводим свой пин-код. Ну и пошел апдейт. Да, то есть, ну, быть подключенным к компьютеру в этот момент не нужно, хотя там написано совсем непонятно, да. То есть, прошивка уже находится на нем, но, возможно, передергивание USB кабеля в этот процесс может сбить его с толку. Так что, как говорится, либо оставляйте на проводе, либо вытащите, как я. Ну, как видите, совсем как-то оно все идет не гладко, то не качается, то не заливается. Ну, странно. Но, по крайней мере, того момента с 12 мегабайтами прошивки у меня вроде как нет. Так, ребутнулся. Прошивка обновлена, версия 1.0.032. Начать. Настройки. Промахнулся. Подробнее. Все, версия 1.0.32. По-моему, это все-таки была последняя версия, да? 1.0.32 от 25 числа 10 месяца. Все, в общем-то, в порядке.
Ну а теперь про ту проблему, с которой кто-то из вас может столкнуться. На miningclub.info я оставлю ссылку. У человека была проблема. Суть в чем? То есть на каких-то версиях кошельков, то есть то ли какая-то серия, то ли какой-то определенный период, была такая вот проблема. То есть это с более старыми прошивками, чем версия 1.31. Получилось как? То есть вы заходите на сайт Update, вводите свой серийник, и вам выдается прошивка для вашего кошелька. И человеку выдалась прошивка в размере 12 мегабайт. То есть, как вы видели, емкость, собственно говоря, внутреннего накопителя SafePal всего лишь там 7,6 или 7,8 мегабайт. То есть ему фактически, физически туда эта прошивка не могла влезть. И вот, в общем-то, как эта проблема была решена. Ведь ответ от SafePal саппорта. Они сказали, что у них там, да, есть какой-то там глич в новой прошивке 1.0.31. И чтобы эту проблему устранить, нужно сначала скачать вот эту тестовую версию прошивки S1G, какая-то тестовая, короче. Вы заливаете сначала ее, а потом уже, опять же, заходите в раздел Upgrade, вбиваете свой серийник и уже заново качаете уже стандартным способом прошивку. И тогда она зальется уже нормально. Ну и вот тут как бы человек сам написал, да, скачиваем тест S1G версия. Размер будет у нее 5,29 мегабайта. И тогда получится, что у вашего кошелька отобразится емкость как 12 мегабайт. И потом уже вам предложат скачать версию 1.032 размером в 11,6 мегабайт, и она туда влезет. То есть, как вы видели, у меня была версия кошелька 1.031 с коробки, и там была емкость 7,6. То есть мне не предлагало скачивать версию на 12 мегабайт. То есть это у каких-то определенных версий кошелька, определенных серийных номеров такой, короче, глюк есть. Ну, как его решить, я вам сказал. В общем, кому было полезно, ставьте лайк. Кому нужно, переходите по ссылке, заказывайте 10 дней, и он весь ваш. На этом все. Всем пока.